Всем привет, с вами Андрей Крамер, и это небольшое обновление для пули Focus модуль версии 2. Отмечается, что на данном модуле при использовании на полном кадре на открытых диафрагмах по краю имеется некоторое замыливание и падение резкости. Так как задняя линза Focus модуля двояко выпуклая и имеет разную кривизну, из-за этого возникает такой вот нюанс. Чтобы это исправить, я сделал вариант в модуле с возможностью переустановки задней линзы по принципу фокальных адаптеров. То есть теперь в модуле имеется возможность заднюю линзу, так же как и в фокальном адаптере, подстраивать. То есть ближе, дальше по отношению к передней линзе делать. В данном случае, если задняя линза будет установлена с большей выпуклостью наружу, то на полном кадре на открытых диафрагмах будет отмечаться замыливание и падение резкости. Но если мы линзу перевернем и установим в обратном положении, то этот нюанс снимается. В примере все покажу наглядно, это будет видно. Значит, также из-за того, что при переворачивании линзы бесконечность достигается теперь раньше, при сближении. Именно вот поэтому я сделал так, чтобы возможно было настраивать линзу. То есть при фокусировке, при настройке фокусировки этот момент можно отстроить именно под вашу насадку и под ваш объектив. Также здесь добавлен, значит, фиксирующий винт против проворачивания самой линзы, что дает более надежную фиксацию. Все также устанавливается переходной кламп на насадку и ведется съемка. Canon 5D Mark II, Jupiter 9 установлен, диафрагма открытая 2 и Schneider Cinelux 2X. Сейчас картинка без модуля, то есть с насадки. Устанавливаем модуль. Линза сейчас задняя установлена в положении большей выпуклостью наружу. Видим небольшой прирост по краям. И также видим появившееся некоторое замыливание по краю. Переведу на более ближний фокус. Вот фокус в 2 метрах. Падение резкости к краям. К бесконечности. Но в этом случае фактически отсутствует дисторсия. Она есть, но в меньшей степени. Теперь давайте попробуем линзу в модуле перевернуть. Значит, снимаем модуль. Снимаем переходное кольцо. И выкручиваем заднюю линзу. Переворачиваем и вкручиваем заново. В случае такого положения задней линзы бесконечность при схождении линз передней и задней наступает раньше. Поэтому для того, чтобы правильно выставить, мы закручиваем обойму с линзой до момента совпадения с краем модуля. Устанавливаем переходное кольцо. И проверяем картинку на бесконечности. Значит, видно, что если модуль крутить, то бесконечность наступает раньше, чем идет схождение линз. Поэтому заднюю линзу нужно еще выкрутить, дать большее между ними расстояние. То есть выкручиваем. Ставим кольцо.
Проверяем. До тех пор, пока не будет устраивать бесконечность. Вот еще буквально чуть-чуть. Также для того, чтобы линза больше не проворачивалась, у нее есть фиксирующий винт. Устанавливаем переходное кольцо и устанавливаем модуль на насадке. Отмечаем еще больший захват по краю кадра. Я поставлю предыдущий кадр для сравнения. И смотрим, что получается с краями. Значит, на бесконечности переводим фокус на ближний. При такой установке задней линзы появляется большая дисторсия. Но такая установка дает более лучший результат. С вами был Андрей Крамер. До следующих обзоров.